Вітаю у своєму саду під Києвом. Я Світлана і сьогодні розповім вам, із якої гортензії краще зробити штамп. Этот вопрос задали вы мне в комментариях, и я решила сделать видео, чтобы наглядно показать вам, какие сорта гортензий в моем саду есть в штамбовой форме. Увидим их в период цветения и сейчас. Прямо сейчас, в начале апреля 2024 года. И вам будет легко определиться с сортом гортензии для своего цветущего шикарного дерева. Как вы уже знаете из моих видео, штамбы я формирую сама из своих же черенков летнего, зимнего черенкования. Одним уже 3,5-4 года. Есть самые-самые первые мои эксперименты садовые, которые закончились такими шикарными деревьями. И покажу прошлого года формировки, штамбики. И совсем молоденькие, которые очень хотят превратиться в шикарные цветущие деревья в этом сезоне. Штамбы очень просто сделать. У меня есть несколько видео по этапной формировке. Ссылки закреплю под описанием к этому видео. Вы можете выбрать свою подходящую гортензию для этого эксперимента и начать это делать прямо сегодня. У меня штамбов уже ни много ни мало 16 штук. Я формирую штамбы из своих сортов. Как многие, я не собираю коллекции всех существующих сортов гортензии, а выбрала самые проверенные, красивые, которые мне нравятся, классические сорта. А в конце видео я вам скажу, какой штамм гортензии мне нравится больше всего. Ну что, давайте смотреть мои штамбы и выбирать. Первая гортензия, с которой я начала свои эксперименты со штамбами, это у меня было 2 кустика Vanilla Fraise, я от нее нарезала черенков, они укоренились, и вот такие уже кусты. Были кусты, а потом Света решила, а ну-ка я попробую сделать штамп. Выгнались 2 большие красивые ветки, у каждого кустика по ветке, и я решила сделать двойную обрезку. Я вам рассказывала, как внизу мы формируем куст, а вот эту одну ветвь оставляем штамбом. Если штамп нам нравится, мы присыпаем нижние веточки и вырезаем осенью, когда они укоренятся. Как я размножаю прямо большими цветущими кустами, у меня есть видео, я оставлю ссылку. Что хочу сказать за этот штамп. У Vanilla Fraise большие соцветия, а ствол относительно тоненький. Обязательно нужна крепкая опора. У нас труба стоит. Сейчас вот сегодня я вышла на улицу, 15-я труба, и к ней подвязана гортензия наша штамбовая. В общем, неоднозначный штамп получился, хотя ствол достаточно уже такой толстенький. Соцветия большие, она их немного слабо держит. Но красивый штамп же получился, да? Следующая гортензия это Limelight. У меня этот штамп получился спонтанно. Купилась гортензия неликвидная. 30 сантиметров ствол был и 4 веточки. Я решила короткий штамп делать. Мы сейчас увидим, как она на сегодняшний день выглядит, дерево это. Штамп из нее получился просто шикарный, хочу вам сказать. Единственное, надо не так много соцветий оставлять, потому что соцветия большие, тяжелые. Сама гортензия рослая, большая, смотрится эффектно. Особенно у меня вот она посажена на входной группе, прямо дерево. Растет не так быстро, мне кажется, как Фрейс Мельба, вот на заднем плане. Темно-бордовая это Фрейс Мельба. Но штамп получился отличный, присмотритесь к ней. Вот такое деревце у меня, вы видите уже как сильно разветвленное, прям настоящее дерево, стоит без опоры. Сама гортензия Limelight очень красивая, салатового цвета, весной приросты молодые.
Ну и всеми любимый штамп Пинки Винки. Его не узнать просто невозможно. Характерные соцветия такие, заостренные, фертильные, стерильные цветы. Это гортензия не сильно рослая, штамп нарастает более-менее медленно. Смотрится тоже эффектно. Не знаю, мне этот штамп получился спонтанно. Зайцы сгрызли зимой, забора не было. И одна веточка выгналась на следующий год большая. Из нее я стала делать штамп. Мне кажется, очень удачный эксперимент получился. И сама гортензия и весной, и летом шикарно выглядит. Посажена тоже тут во входной группе. Деревце. Деревце получается, видите, не сильно высокое и нарастает, как я сказала, медленно. Следующая гортензия, не менее любимая, которая у меня есть в штамбовой форме, это гортензия Magical Sweet Summer. Эта гортензия вообще относится к среднерастущим 1,40 м, 1,60 м максимум. Растет еще медленнее даже, чем Пинки Винки. Каждый год она у меня выдавала по одной толстой ветви, которую я благополучно отсаживала. И сейчас у меня 3 штамба, 3 сестры. Больше, меньше, меньше. Вот это самое первое. Достаточно крепкий ствол. Стоят все гортензии штамбовые у меня на опорах. Вот это ее средняя дочка, вон на заднем плане малышка. Она уже оттуда отсажена в мою новую там хвойную композицию. У нее красивые соцветия, как виноградные гроздья перевернутые. И цвет такой перламутрово-розовый. Гортензия аккуратненькая, может быть даже для переднего где-то плана можно ее посадить. А вот она выглядит на сегодняшний день. Сегодня у нас 6 апреля, уже вся на бутонах, подстрижена. А вот это материнский куст. Они даже уже чем-то и сравнялись, похоже. Опоры мы им сейчас делаем. Вот тут надо не одну арматуринку, а уже с кругом держать всю вот такую большую шапку. Красиво, нравится. И видите, небольшая, потому что ориентальные лилии даже больше, чем гортензия. Следующая гортензия моя фантом. В прошлом году из веточки тонюсенькой моего череночка мы формировали с вами штамп. У меня 3 видео подряд есть на эту тему. У фантома соцветия достаточно большие, рыхлые, объемные. Штамп за 1 год нарос сильно. И соцветия большие, и ветви очень плотные стали. Если хотите из этого сорта штамп делать, оставляйте ему много места и готовьте в перспективе большую опору. Высота штамба у меня, вот это второй штамп, и тоже фантом, невысокая, 50, а другого 55 сантиметров. Мне понравился лаймлайт на небольшой ножке, и я решила вот из этих делать такие коротенькие штамбы. Почему? Потому что представьте большую массу огромных соцветий до 25 сантиметров, и если они будут на высоте 1,5 метра. Если сравнивать, то вот у меня, например, гортензия Фрейс Мельба высоченная. У нее штамп 1,60 м или 1,70 м, мультиштамп. Тут 3 ствола. Я вам сейчас покажу ее весной. Шикарная. Но ей мы уже тут трубу поставили 30 на 30, по-моему, потому что в перспективе она вымахает, что ли, под 3 метра или сколько, я уже даже не знаю. Вот так она выглядит в начале цветения. Но не во все периоды гортензии хороши. Во все периоды. Вот эти 3 штамба я вам показываю. Довольно высокая и высокую опору. Трубу надо, я боюсь, что надо и будет менять на более толстую трубу. А внизу также оставлен куст. Кстати, весной я от нее отсадила уже укорененные 3 кустика. В другую зону у меня уже отсажены. Планирую, наверное, постепенно внизу убрать, потому что дерево и так большое намечается.
Тоже оставляйте ей большое место. Эффектная, шикарная гортензия. Мне очень нравится. Вообще эта зона с гортензиями получилась просто бесподобная. Ну и аккуратненькая маленькая гортензия, ну маленькая, 1,5 метра, Skyfall. Кучерявая такая, не цветы, как гиацинты. Тоже возле лавочки росла, был куст, выгнались ветви толстые, я выбрала одну самую хорошую, оставила, вот у меня штамп. А осенью посмотрела и вместе с вами отсадили мы кустики. Гортензия необычайно хороша именно на фоне хвойных. И эту зону возле лавочки украшает. Эту гортензию также можно на передний план. Она не сильно крупная и смотрится, смотрите, как на фоне коники, минджулипа. В ногах там хосты у нее. Астильба посажена. Вот эти нижние кустики я уже убрала. Сейчас я вам вот показываю весной. Сегодня вышла. Сегодня вышла и показываю вам, как выглядит. Тут опору с арматуры мы поставили. Ну, в дальнейшем посмотрю, может быть, поменяем. Хочу еще сказать, что новые свои штамбы буду формировать из череночков, которые в прошлом году выросли. Выбрала которые до полуметра и покажу вам все этапы взросления в этом сезоне. Это будут штамбы полярный медведь, 3 штуки уже рассажены по участку. Мультиштамп из Wims Red. Хочу сделать такой же, как и из Фрейс Мельба. И еще один штамп буду формировать из Silver Dollar. Есть у меня такая гортензия, 2 хороших куста. Я вам редко ее показывала. Так вот, при обрезке увидела хорошую толстую ветку, оставила, а нижние обрезала, как обычно, на 2 почки. Будем смотреть за ней. Смешанная обрезка называется. В дальнейшем, может быть, также отсажу кустики укорененные и оставлю только штамп. Там места остается мало, разрастается все. Так, как размножать кустами, посмотрите видео. А еще пару штамбов рассадила, ну не знаю, познаю, когда зацветут. Мне вообще нравится из гортензий формировать новые формы и штамбы. Это очень пластичный, отзывчивый кустарник, неприхотливый и шикарно цветущий. И деревья из гортензии это просто бесподобное визуальное какое-то блаженство. Даже когда увидишь цветущие гортензии, дух захватывает. Обещала сказать, какая штамбовая гортензия моя любимая. Думаю, вы поняли из видео. Это Пинки Винки. Она вам также очень нравится, когда в кадр попадает. Ну что, думаю, мое видео помогло вам определиться с выбором. Пишите в комментариях, какие штамбы гортензий есть у вас, и оставляйте свои впечатления, из каких сортов можно сделать красивый штамп. Определяйтесь с сортом, украшайте этими деревьями свои сады. До встречи в следующем видео.